Привет, друзья! Рад видеть вас на нашем канале. Сегодня мы находимся в Москве и покажем вам интерьер квартиры, спроектированной нашей дизайн-студией. Вместе с ведущим дизайнером этого проекта Ксенией мы расскажем вам о том, как мы выбирали концепцию и о дизайнерских решениях этого объекта. Это трехкомнатная квартира площадью 150 квадратных метров. Мы обсудим планировку, мебель, светильники, строительные инженерные секреты этой квартиры. Мы очень долго думали над концепцией. Нам нужна была идея, которая характеризует заказчика, опишет его внутренний мир, чтобы создать именно его интерьер. Сначала мы думали над квартирой Джеймса Бонда, потом квартира мотоциклиста. Была идея концепции лофт космополита, но все это было не то, и уже в процессе проектирования родилась концепция, которая объединила все наши мысли и идеи в одно целое, и проектировать стало легко. Добро пожаловать в квартиру коллекционера. Центральным элементом кухни является остров. Сложный кирпичный цвет и черная столешница делают его настоящим арт-объектом. Здесь можно пить кофе по утрам, готовить, общаться с друзьями на вечеринке. Нам хотелось уйти от чрезмерной серьезности и разбавить стиль американской классики чем-то современным и легким. Заказчики поддержали нашу идею, и так над островом появился стильный яркого цвета светильник. Найдутся те, кто скажет, что этот светильник совершенно не подходит под стилистику классического интерьера. Но я уверена, что он как раз-таки подходит, потому что у этого интерьера есть душа. Интерьер, у которого есть душа, это что-то большее, чем набор элементов стиля. Мраморная столешница наплывает на стену, и сверху у нас есть небольшая полочка. Это тоже сейчас такой довольно модный прием, но когда вы его применяете, помните о том, что у вас есть плита, с плиты будет подниматься пар от готовки пищи, и поэтому сильный вынос, пожалуйста, не делайте, потому что изначально мы хотели прям большой вынос сделать, но в процессе мы поняли, что просто это тупо будет мешать готовке, и здесь будет собираться пар, ну это будет прям плохая история. Чтобы дверцы открывались, сделали здесь вот такую тоненькую полосочку, в которую приходит мраморная полка, и дверцы уже легко открываются. Обратите внимание, какие у кухни интересные цвета. Это такой пыльно-терракотовый, пыльно-кирпичный цвет. Он очень интересно играет, когда выходит солнце и кухня заполняется светом. Также это не белый цвет, это такой сложный, холодно-серый, такой светло-холодно серый цвет. Очень красиво смотрится в большом объеме, потому что когда мы проектировали эту кухню, у нас была идея сделать ее темной, таким темным квадратом нам очень не понравилось, сделать белый. Ну, белый очень просто смотрелся, и мы пришли к такому вот более интересному цвету. Кухню от гостиной отделяет декоративный портал. Это шпон дуба, и нам не хотелось делать никаких наличников, нам хотелось, чтобы портал аккуратно приходил в плоскость стены. И мы придумали здесь такое небольшое теневое примыкание, когда у нас есть вот внутренняя часть, и стену от портала отделяет аккуратное такое вот углубление, паз, шов, и получается идеальное красивое примыкание. Гостиная разделена на две зоны. Диванная зона с телевизором и обеденная. В обеденной зоне стоит вот такой красивый стол с итальянским мрамором. Мы сделали, опять же, такой не классический, несерьезный, скажем так, да, элемент, когда у нас стулья разного цвета. Здесь активно используется асимметрия, то есть справа от портала у нас витрина с какими-то коллекционными элементами. Здесь мы повесили картину, это картина заказчика 60-х годов, такая индустриальная графика, то есть квартира заполнена полностью разными интересными историями.
Гостиная большая, но не огромная. У нас не получилось разместить здесь несколько диванов, поэтому было решено сделать один большой мягкий диванный остров в центре. Это модульный, большой, удобный, низкий диван с обивкой из нубука. Со временем на нем остаются следы старения, различные царапины, что придает ему историю. На нем можно смотреть фильмы, играть на гитаре, разместиться большой компанией друзей с обеих сторон дивана. Конечно же, такой элемент интерьера является центром притяжения в гостиной, так же, как и остров на кухне. Телевизионная ниша напротив дивана оформлена с помощью градиента красного цвета. Если кто-то когда-то сталкивался с таким приемом, то вы знаете, насколько это сложный способ декорирования стены. Скажу честно, результат, который устроил всех, получился не с первого раза. Хозяин квартиры играет на гитарах, и они опять же стали такой интересной частью интерьера, который описывает его внутренний мир. У нас есть также коллекция с шлемами мотоциклетными, то есть опять же вот те самые отсылки, с которых мы начинали. И все это вместе как раз собралось в какой-то интерьер именно коллекционера. И чтобы сделать коллекцию гитар еще более выразительной, мы разместили над ними, так же как в случае, например, с картиной, направленный свет. И предметы, подсвеченные специальным источником света, становятся более акцентированными. Интерьер у нас все-таки более классический, и карнизы нам хотелось не стандартные, утопленные в нише, а более вот такие интересные на штангах, выразительные. Но все равно мы сохранили функционал, и такие карнизы у нас также подключены к электричеству и работают с пульта. В архитектуру потолков квартиры интегрирована приточно-вытяжная вентиляция. Подача и забор воздуха идет через щелевые решетки. И мы сделали здесь такое решение, когда у нас есть две решетки в углах гостиной справа и слева. И чтобы сделать красивый такой цельный элемент, мы вставили между двумя решетками глухую часть. То есть это по сути фейковая решетка, и сейчас она смоется единым целым элементом. Все стены гостиной, прихожей покрыты декоративной штукатуркой. Она такая мягкая, бархатная, создает очень уютное ощущение, и к ней хочется прикасаться. Штукатурка перетекает на потолок. Обратите внимание, что в потолок встроены миниатюрные светильники с источниками света, утопленными еще выше, вглубь потолка. При этом они дают очень качественный засвет, но источник не бьет в глаза. Это считается самым правильным освещением для квартиры. На пол на кухне и в прихожей уложена крупноформатная плитка, имитирующая камень таких природных серых цветов. А гостиная покрыта паркетом. Это французская елка, натуральный дуб с такой очень красивой сортировкой, здесь почти нет сучков. Чтобы сделать пол еще более интересным, более классическим, мы сделали окантовку из такой вот вставочки из латуни. Она продолжается вдоль портала, затекает туда в ТВ-зону и очень красиво разделяет. Обратите внимание, что здесь вставлены прямые деревянные плашки, а дальше уже начинается елка. В прихожей мы предложили заказчикам организовать галерейную развеску. Мы очень долго, на самом деле, продвигали эту идею, все-таки заказчики согласились, и я считаю, что это как раз для квартиры коллекционера супер подходящая идея, потому что мы всегда можем менять коллекции, можем добавлять, менять высоту, вешать новые картины, то есть это супер удобная вещь, но по сути у нас в квартире появляется галерея с картинами. Стеллажи, разделяющие гостиную и прихожую, выполнены в шпоне натурального дуба, а вертикальные ребра – это не пластик, а МДФ в глянцевой эмали. Стеллажи просматриваются насквозь, а коллекция предметов хозяина квартиры становится смысловым центром интерьера. Чтобы пространство коридора плавно перетекало из гостиной в жилые комнаты, мы скруглили вот этот острый угол, получился такой очень плавный радиус. И обратите внимание, что в квартире классические высокие плинтуса.
в них встроены розетки, то есть мы ушли от теневого, скрытого плинтуса и использовали здесь такое классическое красивое решение, подходящее под общую стилистику. Во всю стену напротив входа мы расположили большую библиотеку, и это первое, что мы видим, заходя в пространство квартиры. Эта библиотека особенно эффектно выглядит вечером, когда включена подсветка. В мастер-спальне единственным правильным решением по расположению кровати было повернуть ее изголовьем к фасадной стене здания. Но на этой стене есть окно, которое находится прямо за изголовьем. Мы немного отодвинули кровать и оформили всю стену шторами красивого синего оттенка. Но пришлось думать о том, как быть с розетками, которые необходимы рядом со спальным местом. Так появились лючки в полу. Мы используем в спальне разный декоративный свет, чтобы интерьер был более интересный. На одной тумбочке стоит прикроватный светильник, в таком тоже стиле американской классики. А на другой тумбочке мы повесили вот эти роскошные, красивые, объемные стеклянные светильники. В спальне не нужен был телевизор, который обычно занимает стену напротив кровати, и мы решили оформить ее шпалерой. Все мы довольно иронично относимся к коврам на стене еще с советских времен, но это совершенно другая история. Шпалера наполнила комнату особой атмосферой и настроением. Кстати, а вы знаете, в чем разница между шпалерой и гобеленом? Если знаете, пишите в комментариях. Обратите внимание на эту кушетку винного цвета. Это на самом деле очень необходимый элемент для спальни. Часто вместо него используют кресло, но здесь, конечно же, гораздо интереснее вписывается именно кушетка. Чаще всего она ставится в изножье кровати, но здесь бы она мешала проходить. А так она очень классно села в эту нишу. Ее цвета очень органично сочетаются с цветами шпалеры. В общем, элемент роскошный. Мы ведем съемки, и здесь в квартире присутствует заказчик. Он то уходит гулять с собакой, то приходит к нам, то уезжает по делам. И мы получаем первые такие живые отзывы о жизни в этой квартире. Он живет здесь несколько месяцев, и нам очень интересно всегда слушать настоящие отзывы. Он сказал, что это просто одно из самых классных мест в этой квартире. Роскошное кресло, он говорит, я просто получаю удовольствие здесь находиться вечером, читать книгу, залипать в телефоне. То есть у нас получилось создать именно локацию, которая не будет пустовать, которая будет использоваться по назначению. То есть такое, опять же, место притяжения в квартире. Вот это очень правильный, приятный результат, когда ты создаешь пространство, которое работает по-настоящему. То есть оно не пустует, это там не кресло ради кресла, это кресло, которым пользуются. Вот всегда нужно стараться создавать именно такие интерьеры, чтобы они жили вместе с их хозяином. В подборе декора к этой квартире участвовала Диана Ремезова, московский декоратор, и мы с ней сняли недавно очень крутое видео, где мы 3 способами заправляем кровать за очень короткий период. То есть 2 минуты, и ваша кровать становится стильной, красивой, и спальня полностью преображается. Кто еще не смотрел, обязательно посмотрите. Через сдвижную дверь в пенал мы попадаем в проходную гардеробную, из которой мы попадем дальше в ванную. Я считаю, что гардеробная всегда лучше, чем шкаф. Здесь удобно поддерживать порядок и в целом уют в квартире. Мы часто используем этот прием в наших проектах, потому что это удобно и практично. За потолком гардеробной находится вент-машина, и к ней нужно организовывать доступ. Мы сделали это через лючки в гипсокартоне. И обратите внимание, здесь есть один очень интересный элемент. Меня постоянно спрашивают, можно ли так делать. Да, можно. Мы встроили светильник в люк с гипсокартоном. То есть у нас люк будет откидываться, а светильник в нем будет оставаться. В ванной есть небольшой визуальный обман. Все смесители встроенные, и для их монтажа мы нарастили стены. Но чтобы пространство не пропадало, мы использовали его для хранения за зеркалами. А в статичной части зеркала мы установили бра. Все смесители в ванной от итальянцев Zucchetti. И, конечно же, это никакой не минимализм, это настоящая тихая роскошь. Посмотрите на этот металл, это нержавейка. Я не помню марку стали, но это я знаю, что такая операционная сталь. В душевой зоне напротив душа находится наше изобретение. Это такая теплая ниша со стеклянными дверями. Здесь есть крючки, на которые мы вешаем полотенца. Стекло не дает брызгам попадать на эти полотенца, а за плиткой у нас теплая стена. Таким образом, полотенца просыхают, на них не попадает вода, ими удобно пользоваться. Плюс есть 2 функциональные полки, на них можно ставить средства для душа.
Я считаю, что мы подобрали очень красивый цвет затирки, прям вот то, что нужно. Они очень интересно играют, вот этот оливковый цвет и этот сложный серый сочетаются очень интересно. Внизу у нас стильный трап от ТЦ, он подрезается, но подрезать я не советую, лучше сразу душевую делать, как здесь, идеально под размер. Потому что если вы чуть-чуть не так подрежете, у вас потом будут серьезные проблемы, и вам просто придется его выкинуть и заказывать новый. Кнопка инсталляции продолжает наш мотив нержавейки. Это вот более темная нержавейка, на ней вот вообще ничего не видно. У меня дома такая, я прям получаю удовольствие. И сверху мы сделали доступ к гребенке через дверцы эмалированные с ручками, чтобы их не пачкать. И здесь посмотрите, насколько все аккуратно сделано. Вторая жилая комната – это кабинет хозяина, но периодически здесь останавливается взрослый сын, поэтому вместо типичного для кабинета дивана мы поставили удобную двухспальную кровать. Главный декоративный элемент этой комнаты – гипсовое панно в изголовье кровати. Его рисунок рождает разные ассоциации и образы. Это художественная работа, мастерски выполненная вручную. Платяной шкаф шпанирован дубом натурального цвета. Полки повторяют рисунок, архитектурный вот этот элемент, который мы использовали в стеллажах в гостиной, в библиотеке. Важный момент: у нас во всей квартире интегрирована вентиляция через щелевые диффузоры. И здесь они у нас инсталлированы в такую глухую накладку, они спрятаны за ней. И шкаф у нас получается от пола до потолка с такой аккуратной щелью вентиляции. И это все красиво смотрится, то есть мы не прилепили какой-то, знаете, фланец от вентиляции на мебель. В этой комнате нужно было большое полноценное рабочее место. Напротив кровати оно не помещалось, и мы расположили его вдоль окна. Обязательно надо помнить, что должно быть большое расстояние от подоконника до стола. Во-первых, чтобы у нас поместились шторы, а во-вторых, чтобы нам было удобно сидеть, чтобы мы ногами не упирались в стену, в батарею и так далее. В этом интерьере мы сочетаем несочетаемое. Я знаю, что многие любят, вот у них вот комнаты, у них все в одном материале. Вот все в дубе, пусть все будет в дубе. Все в лаке, пусть все будет в лаке. Вот здесь мы сочетаем шпон дуба натурального тона и эмаль. Причем глянцевую эмаль. Обратите внимание, наши дизайнеры, они вот буквально на днях вернулись с миланской выставки ежегодной. На многих стендах можно было увидеть лаковые поверхности. Получается, мы, как всегда, опережаем тренды и идем в ногу со временем. Посмотрите, какой крутой стеллаж. В ванной комнате мы также использовали плитку фабрики ВОВ, создав мозаичный цветовой блок. Она производится не на сетке, как обычная мозаика, а цельными прямоугольными плиточками. И после затирания смотрится как настоящая мозаика. В этой ванной нам хотелось добиться эффекта, как будто бы мы попадаем совершенно в другую локацию. Что-то вроде балийского спа. Мягкие штукатурные стены, как песок на пляже, а плитка бирюзового цвета напоминает рябь морской волны. У нас здесь за стенкой находится постирочная. Мы сделали там в стене люк, и внизу можно подобраться вот к этой зоне. То есть из постирочной мы залезаем снизу, делаем какие-то там манипуляции, закрываем и оставляем все как есть. То есть у нас есть и эстетичное решение, и функциональный к нему доступ. То есть самое правильное решение для ремонта. Стены ванной состоят из двух материалов. Это декоративная штукатурка и плитка. Стык между ними мы обыграли массивной латунью. Вот эти полосы, русты, они очень красивые, они добавляют какой-то изысканности, парадности всей этой ванной. Но у нас встал вопрос, что делать с перепадом, потому что изначально плитка у нас была на сантиметр толще, стена была в глубине, латунная полоска торчала. В итоге мы решили нарастить все стены и сравнять уровень стен и плитки. Аккуратненько затерли, это тоже на самом деле целое искусство, затереть красиво. И у нас получилась одна красивая плоскость, в которой есть штукатурка, латунь и мозаика. У нас постоянно идет диалог с заказчиками, где располагать сушило. И если вы не видели наши другие выпуски, мы очень часто используем именно вот такое решение для сушила. Вот просто буквально на днях мы обсуждали, что заказчик хотят полноценное большое сушило, у нас нет стен, где его разместить, теплую стену они не хотят, они ни разу с ней не жили, не доверяют.
И мы предложили вот такое сушило. Оно узкое, но при этом есть крючки, полотенца будут висеть и высыхать. То есть это будет полностью функционально работать. Так же, как огромное сушило, которое занимает кучу места. Пожалуйста, берите этот прием, пользуйтесь им. Это очень удобно и функционально. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что в этой квартире вам понравилось больше всего. И, конечно же, приходите в нашу дизайн-студию и заказывайте у нас дизайн-проекты. Подписывайтесь на все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. И, конечно же, поддержите это видео лайком, если оно было интересным и полезным. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Пока!